Ребята, сегодня мы с вами будем оформлять бумажный наш каталог по мартовскому месяцу журнала Low Surprise. Я хотела объединиться со своей дочкой для оформления этого журнала местами, но не успеваю по вечерам, а откладывать уже это дальше тоже не хочется. В общем, поэтому делаю все с утра, потому что это единственное свободное время. Сейчас вот Без 15:05. Самое время заняться журналом. сейчас быстренько на спидране покажу вам, какие у нас были бумажные коллекции наклеек по прошлому журналу. Их я вам не показывала. Начинается вот с такой коллекции. Там у нас были наклейки с куколками Лол, то есть как они выглядят. Вот такие вот реалистичные куколки. И сейчас, наверное, сразу вам буду показывать пакетики, которые были к ним. Пакетики у нас, кстати говоря, хранятся вот так вот в конце, в прозрачном кармашке. Так, а еще у нас была ходилка. Ходилка, ее тоже не было в бумажном активе. В общем, вот такие вот у нас тут две девочки ходят по кругу. Так вот ходилка выглядит сама. Вот. И нужно собирать вот такие вот фишки. Мы с дочкой играли. Они милашки. В общем, вот она, первая коллекция. Первая коллекция, которая вот такая. Здесь у меня были простые пакетики. Здесь что-то приклеилось лишнее. Вот такая кассетка с такой вот открывашкой. Их я вырезала из журнала. И вот этих двух девочек тоже вырезала из журнала. Я сделала с такими открывашками такие вот пакетики. У меня дочка любит их все сохранять. Вот. На прозрачной страничке у меня Астра Биби и ее уфологическая тематика. Примечательно, что вот у меня нашлись еще такие вот наклеечки. Они прям в тему, прям очень хорошо подошли. Они еще такие лаконичные, красивые. А наклейки эти, они у нас остались. Я в ролплее показывала вам клетку маленькую. Это у нас первый хомячок Хома. Он был, когда совсем малыш. Я ему покупала эту клетку для того, чтобы он там какое-то время в ней пожил, пока подрастет. Вот, и там домик для хомяка, он был сделан в виде летающей тарелки, и предполагалось наклеить вот такие вот наклейки туда на домик. Ну, как по мне, конечно, это такая себе история в плане, как для украшения именно домика животному. Поэтому, ну, у меня дочка что-то там поигралась, возможно, там немножко наклеила. Вот, друзья, потом я это все благополучно отклеила. Наклейки остались до сих пор, времени прошло уже достаточно много. Вот, и как раз таки они пригодились нам. Вторая наша коллекция, условно, вторая и третья, у меня, в общем, вышли, условно говоря, городская и деревенская. Деревенская у меня оформлена с пирогами. Тут такой country vibe тоже присутствует здесь, потому что здесь вот эти вот каньоны, дороги, кактусы. Понятное дело, что там это не так близко. Ковбойские сапоги. Ну, в общем, я поняли, в каком направлении дело шло. Пакетики у меня выглядели вот так. У меня был велосипед, леечка, курочка и вот такая вот корзинка с овощами. Вот, можно посмотреть на них.
Какие они милашки. Вот. Третья — это городская. Здесь у меня тортики. Там были пироги, здесь тортики. Вот они. Куколки. Так. И были у меня пакетики. Так. Ролики. Собачка. И журнал Vogue. Тут куколку я тоже вырезала. Да, кстати, и у Астра Биби у нее уже тоже был свой пакетик. У нее пакетик выглядел вот так. Это если бы куколка Лол была инопланетянином. Это мое видение. Вот. Ну все, быстренько посмотрели с вами бумажные коллекции. Сейчас будем оформлять журнал. Поехали. Ну, в общем, первым делом я выбираю те у нас рубрики, которые у нас войдут в наш журнал. Так, обычно остальные мы так проходим в журнальчике, а потом выставляем под вырезание. Так, вот у нас тут невероятная модница. Jet Set Cutie. Ее я оставлю. Она у меня пойдет в коллекцию бумажных куколок, которую мы с вами собираем в обзорах журнала. Так, у нее здесь есть любовная история. Нужно пройти будет вот это испытание. И мы узнаем имя мальчика, который ей нравится. Вот это я оставлю, наверное, дочке. Потом мы с Ваней, когда будем открывать бумажный сюрприз с нашей модницей Jet Set Cutie, там же я упомяну имя ее бойфренда. Вот. Здесь у нас 3 в ряд. Аккуратненько. У меня дочка любит раскрашивать, поэтому думаю, вот такая вот дополнительная раскраска будет хорошо как раз ей в журнальчик. Она и пойдет. Буду вырезать таким образом, чтобы остались у меня вот эти вот изображения мальчиков отдельно. Потом дочка, когда сделает это задание, я посмотрю. Мне кажется, что это вот этот вот парень. Не знаю. А как вы думаете? Мне кажется, он больше всего похож на музыканта. Там просто здесь написано, что это музыкант. Раскраска. Такое вот задание. Здесь нужно раскрасить так, чтобы подходило к джинсовому костюму. А там еще что-то нужно нарисовать на бейсболке. Кусок пиццы. Да, она у нас любительница пиццы. Так, мальчиков мы оставляем. И у нас отправляются к нашей бумажной куколке. Сейчас с вами посмотрим. Скорее всего, что относительно бумажных сюрпризов, то это, скорее всего, уже понадобится новый нам журнальчик. Так, будем, наверное, вот таким образом располагать. Уже начнем новый. Там, конечно, уже поскуднели коллекции. Где старые коллекции? Верните старые коллекции. Ну что такое? В том плане, что наклейки уж очень минималистичные. Ну, в целом, там, кто смотрел обзор
можно как бы сделать вывод о том, что там прослеживается какая-то тематика. Посмотрим, что из этого получится. Вот такие вот у нас 2 штучки. Ну, также здесь можно добавить, наверное, скотчик, для того, чтобы красивее это все смотрелось. Я тут неожиданно вспомнила, ребят, что не включила верхний свет. Включила себе лампы дополнительные, а верхний свет не включила. Но я вообще, конечно... Если вот что значит недосып. Такой вот у меня есть скотч. У нас, кстати, в магазине еще продается красивый скотч такой. Но он каких-то бешеных денег стоит в упаковочке. Не знаю, посмотрю, может, зарплата разорюсь. Попробую купить еще такой. Скоро я пойду в отпуск. Не знаю, после отпуска посмотрю, может быть, перейду на другой участок работы на своем складе. Может быть, там появится у меня чуть больше свободного времени. Потому что, конечно, хочется уделять время и своему творчеству, в том числе, и как бы нам бы хватило бы с вами бы еще вот на эту страничку. Вот, ребята. Ну вот, по крайней мере, настроение повышается. Прям смотришь, думаешь, ой, красота, красота. И раскрашивать, и пройти вот такой вот лабиринт. Красиво, мне нравится. Едем дальше. Так, дальше у нас вот непосредственно прям лабиринт с шикарным задником, прям вообще. Эти мармеладные мишки, лол-миши, вообще прям просто невероятные. Так, лабиринт тоже отправляется. Nice. Журнал. Сейчас посмотрю, какого он размера. Этот конфетка. Эта конфетка вот такая вот по размеру. Так. Давайте вырезать конфеточку. Здесь, кстати, вот контур есть беленький. Вот. Так, а вот эти вот девочки у нас останутся. Так, останутся. Они у меня одинакового размера. 2 штучки и пригодятся. Либо для моих целей каких-то, либо непосредственно это может быть понадобятся фишки для того, чтобы ходить. Там в той же игре. Они, правда, немножко великоваты, но в целом могут сойти. Ну, я имею в виду, как вот здесь вот девочки, да? Ну, чуть-чуть покрупнее. Так, приклеиваем наш с вами лабиринт. Не, ну прям хорошо, что прям лабиринт такой большой у них. Интересно. Что мне надо приглядываться. Так, куда лучше-то как? Вот так, наверное, да? У нас с вами получается. Чтобы было удобно. Так. Это, наверное, он сам по себе бледноватый. Можно его обвести, наверное. Ну вот. Вместе с обводочкой. Так вот получилось. Вот такие вот у нас карандашики есть. Все, кто их видит, они прям так умиляются, вот то, что они вот в этом чехле. В такой вот упаковке, короче говоря, выкручиваются. Они восковые. Да, они мне тоже нравятся. Я прям покупала 2 упаковки, чтобы, ну, те цвета, которые заканчиваются, чтобы их доставать. Много ими рисовали.
Вот так. Куколку, которая устраивает вечеринку, ее зовут Битс. Да? Да, Битс ее зовут. Вот так вот она выглядит. Тут небольшая какая-то тавтология. Она собрала необходимые предметы, но среди них можно найти лишнее. В общем, как бы, необходимые и необходимые. Такая загадка. Так, продолжаем вырезать. Все приклею на страничку, а там сделаем какие-нибудь маркеры, чтобы отмечать на самой страничке. То есть такие, как бы, что подходит, не подходит, подходит, не подходит. Наверное, как-то так. Битс куда-то решила убежать. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как у нас все это будет смотреться дело. Здесь у меня, получается, нет разворота, но я в целом думаю, что для такого задания не обязательно брать разворот. Достаточно будет и такого. Только единственное, вот это вот у меня большая. Так, на саму Битс приклеим. Посмотрим, может быть, вот это и не будем клеить. Подготовка. Подготовка. Так, здесь в этом кружочке ни слова о том, что у нее вечеринка. Типа можно такую вот улыбочку оставить. Тогда. Здесь будет круто. Вот так. И остальные аксессуары. Такой. Короче, все не влазит сюда. Либо как будто просится на разворот, то на разворот точно влезет. Типа вот сюда Битс. Вот эти кружочки. В принципе, красиво смотрятся. Вот так, да. И сюда вот эти вот все прекрасные арты располагать вот таким вот каким-то образом. В общем, тогда сейчас будем искать задание, которое у нас пойдет после лабиринта. А уже после тогда займемся вечеринкой Битс. Так, продолжаем листать дальше. Тут у нас раскраска. Раскраска, она тоже не входит. Ее тоже нужно будет на разворот делать. Так, у нас здесь тест. Тест очень милый. Так, давайте, раз уж такое дело, я пройду тест, что ли. Не знаю, на какого котика я похожа. На какого котенка ты похожа? Так, начнем здесь. Что тебе больше нравится? Музыка или рисование? Сложный вопрос. Очень сложный. И если исходить из навыков, конкретно моих, то, чем я занимаюсь, то, ну, это скорее рисование тогда. Хотя мне, по сути, нравится и то, и другое. Что ты чаще надеваешь? Балетки или кроссовки? Ну, мне, конечно, балетки нравятся, но, очевидно, в кроссовках я хожу больше. Что будешь делать, если устала? Так. Поваляюсь на диване, посмотрю мультик. Я однозначно поваляюсь. Умеешь ли ты смешить других? Кажется, не очень у меня получается. Ну, не знаю. Возможно, дочка мне иногда говорит, что я ей поднимаю настроение, если она весело, и то, что я сама смеюсь. Тоже такой с подвохом вопрос, поэтому такие себе вот эти вот задания интересные, скажем так. Ну, давайте немного себе добавим очков, плюс 1000 к своей самооценке, и ответим, что у меня получается. Я тогда, получается, Fresh Feline. Кошечка с чудесным характером, в меру озорная, веселая и любознательная. Прекрасно общается, дружелюбно и спокойно. Как-то так.
получается. Здесь есть шкафчик. Веселый выходной. Вот они, прекрасные девчонки. И нужно будет по описанию найти куколку, кому принадлежит этот шкафчик. Так, девочки, признавайтесь, вы влазите у меня, нет? Ну, они тоже, очевидно, все не войдут сюда, всей своей компанией. Так, какие-то мучения у меня происходят в этот раз. Так, едем дальше тогда. Сбитые кегли, это нужно считать. А здесь нужно искать отличия. Отличия, различия. Мне, кстати, я запомню, я вот обратила внимание, я не знаю, как правильно говорить. Типа отличия или различия. Я обратила внимание, что в разных журналах написано по-разному. По всей видимости, возможно, можно говорить и так, и так. Ну вот, очевидно, то, что я прям вообще обожаю. И это, собственно говоря, и сделаю. А дальше у меня вот эту страничку я оформлю. А дальше у меня пойдет разворот, разворот, разворот. То есть там мне уже будет проще тогда вот эти задания последующие делать. Вот это вот должно войти. Давайте тогда так вот открывается сюда, в эту сторону. Так, пока откладываем. Так, вырезаем пазл. Каким образом будем оформлять вот конкретно вот это вот задание? Мы, получается, наклеим. Вот так вот повыше задерем. Немножко повыше, да, и здесь вот у нас войдут, в принципе, наши. Ну, немножко в тесноте, да не в обиде, как говорится. Вот, но мы должны войти. Пазлы наши сюда приклеиваем и перекроем скотчем, чтобы, ну, можно было отклеивать, заклеивать. В общем, вот так. Приклеиваем нашу картинку. Так. Ну вот, картинка вообще прям шикарная просто. Прям потрясающая. Пока подсыхает, в общем, вырежем пазлы. Я там буквально на коленках приклеила скотч, потому что у меня все к моему импровизированному заднику все прилипает. Хотелось фон такой более-менее посветлее. И я, в общем, приклеила тут имя ей, что это у нас Вали Биби. Вообще, наверное, все Биби исключительные красавицы, куколки. Хотя они все куколки симпатичные, безусловно. У нас там была Астра Биби, Квин Биби знаменитая. В общем, у них... Подборка Биби. Каста Биби. В общем, замечательные. Они, конечно, замечательные. Так, у меня здесь есть вот такая вот куколка. Половинка ее. Тоже ее сохраню. Пусть пока будет. Так, далее у меня остались пазлы непосредственно. Так, ну не будем вырезать. Вырезаем, в общем, по контуру. И здесь вот эти вот, которые моменты, вот здесь, где отверстия, там я, в общем, не буду вырезать. Ну, конкретно я... Пусть он лучше вот останется таким, как он есть. В принципе, это нормально смотрится. Достаточно прозрачно. Ой, не так. Вот так. Достаточно прозрачно, все видно. А сам пазл, он такой более крепкий. Потому что мне штучку это отклеивать, отклеивать, может переклеивать, может быть, что-то. Захочет разобрать, потом еще раз поиграть. И, в общем, чтобы это сохранилось, более крепким его сделаю.
и, в принципе, будет нормально. Вот приклеиваем скотчик двухсторонний. Не такой вот, который пошире. Вспененный он называется. Вот так. Сейчас посмотрим. Ну, куда-нибудь, наверное, одну сделаем. Будет достаточно. Так, и последний у нас остался. Я иногда, когда у меня остаются квадратики, сюда их приклеиваю сбоку. Сейчас посмотрела, думаю, остались, нет. Так. Вот это вот сюда. Вот пока приклеим. Последний пазл у нас остался. Вот. Вот, это у нас готово. Так, теперь едем дальше. Будем нашу оформлять битс. Следующая у нас битс на очереди. Так, в общем, ребята, едем дальше. Теперь у нас наш битс. Битс. Будем оформлять ее вот сюда. Наши кружочки. Вот такая вот гитарка и кактусик. Вот. Вот так. Так, сейчас сделаем маркеры. Нужно будет оформить страничку, заклеить скотчем. И сверху также аналогично по нашим пазлам на двусторонний скотч, маркеры. И отмечаем то, что подходит для вечеринки, и то, что для вечеринки не подходит. Кстати, обратила внимание, у нее вот такой вот пластырь, или что это на лице. Еще крутышка какой-то. Какой-то у нее прям знак отличия есть особый у битс. Так, в общем, я добавила мармеладных мишек и логотипчик Flow Surprise. Вырезала их, приклеила сюда. Они прям в тему хорошо здесь смотрятся, красиво. Учитывая, что у нас тут такое все цветное. И наш Red Light, Green Light. Такие вот. Соответственно, вот таким вот образом нужно будет их приклеивать. Вот они вот иногда остаются на скотче. Их нужно разработать. Так вот хорошо приклеить. Чтобы не так вот, когда по первости отклеиваю, немножко скотч придерживаю. Потом ничего, вроде нормально становится все. Ну вот таким вот образом проходится это задание с битс. Так, едем дальше. Девочки у нас собрались на кошмарную вечеринку. А это у нас, кстати, еще одна Биби добавилась. Enchanted Биби. Вот сколько Биби много у куколок Flow Surprise. Countess осталось. Ее вырезать. Так, далее у нас с вами идет веселый выходной. Девочки собрались в поход в фитнес-клуб. Здесь нужно будет найти по описанию нужную куколку. Шкафчик 1 и шкафчик 2. Отделяем. Это заданица тоже будет, кажется, прям классная. Буду сейчас вырезать куколу. Вы любите заниматься фитнесом, как куколки Flow Surprise? Я вот, если честно, прям, стараюсь. Я стараюсь делать зарядку перед работой. Не пропускать этот момент,
Вот так вот кружочек. Так. Я, кстати, перескочила вперед. Вот таким образом. Так, где? Вот. Вот такая вот у нас получилась раскраска. Enchanted Bibi и Countess. Здесь образцы, здесь девочек раскрасить. И блестками потом. В принципе, я думаю, даже заливать можно будет даже фломастерами. Я прям дочке из нашего нового набора я купила фломастеры. И прям из нового набора можно будет цвета подобрать, дать ей, она в школе раскрасит. И потом блесточек добавить дома. Высушить и все. Будет красота. Вот такие вот у меня вырезалки получились. Сейчас буду распределять их вот таким вот образом. Кружочек отправится вот в этот вот уголочек, скорее всего. Девочки все наверх. Шкафчик. И вот такая вот здесь вот внизу. Тоже небольшой дисклеймер к этому заданию. В общем, все, девчонки у нас собираются. Фитнес-клуб. Распределяем их вот таким вот образом. Так, вот и чтобы не отклеивался двусторонний скотч. Оптика у нас. Так. Так, вот этих вот нужно как-то разделить, наверное. Потому что, собственно говоря, они у нас и отправляются. Вот так. Стадия Queen. В платьишке и в короне. Ну, в принципе, в целом в фитнес-клуб-то можно прийти в любом аутфите. Для этого, собственно говоря, и нужны шкафчики, чтобы переодеваться. Так. И пиц. Сюда. Ну, вот как-то так. Можно переместить немножко их. Ну, вот. Вот такие вот милашки. Ну и дальше, кстати, куколки тоже могут пригождаться. Их можно использовать там в ходилках, например, допустим. Хотя вот конкретно по этому журналу ходилка уже будет в следующем каталожике, потому что этот каталожик уже заканчивается. Ребята, едем с вами дальше. У меня дочка уже забрала каталожик, который я делала до этого, но он заканчивался уже. И я завела новый. Сейчас начну с первой странички. Сделаю вот эти вот девочек и их туфельки. Вот эти вот пятачочки нужно будет приклеивать к ним. Начну оформлять это, а дальше уже пойдут развороты, там уже пободрее можно будет создать композицию. В общем, вот что у нас получается. Я так вот оформила страничку. Задник оставила из журнала, который был. Вырезала. Там, правда, волна была. Ну, не критично. Здесь не стала перекрывать вот эту вот линейку. Добавила звездочек. Ну, в общем, вот таким вот образом задание выполняется. Приклеиваются вот такие вот пятачки. Все. Это сделано. Далее у нас идет задание математика. Либо можно выбрать различия. И свой выбор, наверное, остановлю именно на различиях. Потому что, мне кажется, интересно будет в школе повыполнять такие задания. Мне вообще очень нравятся журналы. Я с детства прям любила
коллекционировала журналы, тогда у нас были принцессы Дисней. Я не знаю, может быть, он и сейчас есть что-то подобное, какие-то журналы, но мне они не встречались. У меня достаточно большая коллекция была. И я была уже такая девочка, подросток. И, ну, мне мама такая говорит в один момент: Типа, а давай отдадим твои журналы младшей дочке подружки. Ну, типа, ты уже же большая, все такое. Ну, все, короче говоря, как-то так. журналы я отдала. Вот. Конечно, подобные истории, они, ну, на мой взгляд, не совсем правильные. С одной стороны, я могу понять родителей. Родители как бы ориентируются на самостоятельность детей в первую очередь, в том, чтобы они развивались по законам общества, в котором они проживают. Что чем меньше ребенок выделяется чем-то, тем оно лучше. Для него же, для самого. Более безопасно и так далее. Но с другой стороны, конечно, это не совсем правильно с точки зрения индивидуума, потому что каждый человек имеет право самовыражаться таким образом, каким ему хочется. И в целом это нормально. Хорошо, что сейчас общество все-таки в этом плане. Ну, мне, по крайней мере, хочется верить, что развивается в лучшую сторону. Вот, в общем, приклеила я наши фотографии с поиском различий. Решила добавить вместо просто декоративного скотча, приклеить на скотч наш вот глиттер в виде... Ну, вот он так называется, глиттер. На самом деле, по сути, это вроде никакой не глиттер. Это всякие фруктики мелкие. Хотя, может быть, по классификации это, в принципе, нормально. И глиттер подразумевается не просто блески, а любые декоративные украшения мелкие. Возможно. Вот на обычный скотч, в общем, я их приклеиваю. Здесь сделала сверху полоску и, наверное, здесь вот сбоку сделаю декоративную. Либо вот с этой стороны. Здесь как раз больше всего места пустого остается. И будет вот таким образом задекорирована эта страничка. В общем, вот он, конечный результат. Так, едем дальше. Далее у нас идут вот такие вот различия. Мне это задание не нравится от слова совсем. Объясню почему. Потому что все куколки у нас темнокожие, аксессуары, сами по себе различия малозаметные. Ну, здесь есть вот это, например, очевидное различие. Так-то, в принципе, я уже довольно-таки часто на нее смотрела. Ну, тут сумочку сразу можно заметить. Вот здесь вот на девочке не так уже сильно бросается в глаза. А если на эту смотреть, так вообще с первого раза тоже вроде как перчатка. Ну, в целом, в принципе, если смотреть, то вроде как бы заметно. Опять же таки, но вот, например, для деток, которые носят очки, то есть у кого проблемы со зрением,
настолько мелкие и темные различия как бы нежелательны. Потому что здесь нет цветов, которые отличаются, либо, например, светлого фона. Более удачные были, на мой взгляд, например, когда были питомцы. На них детально все было хорошо заметно. И в целом они выглядели, на мой взгляд, более удачно. Поэтому это задание я однозначно не беру, без всякого сожаления. Но у нас далее идет вот такой вот прекрасный, замечательный разворот с яркой и нежной Гу-Гу Girl. Она у нас будет на раскраску по номерам. И она идет как раскраска у нас есть в Low Surprise по образцу и есть по номерам. Вот это вот по номерам с маркерами. Ее я вырежу под раскраску. И здесь также логический ряд и плюс дополнительный для креатива задание с дизайном ногтей. В общем, этот разворот прям супер. Буду оформлять. Я приклеила сюда, как и хотела, листочек. Немного, конечно, это все дело будет морщиниться. Ну ладно, в целом, я думаю, не так сильно критично будет. Сейчас нужно будет вырезать Goo Girl. У нее просто потрясающие очки. Это что-то прям невероятное. Очень прям они смотрятся интересно. Так, Goo Girl готова. Ее вот сюда. У меня, кстати, здесь фразочка есть милая. И эта фразочка сюда. Это они такое, добавляют характера, безусловно. Всякие вот эти вот фразы. Помогают раскрыть персонажа. В зависимости от того, какую фразу он говорит. Можно уже... тут у меня как раз таки с другой стороны останется вот так. Милая Лолочка. Я откладываю. Так, мы посмотрим. Давай, Google Girl. Вот так вот, в принципе, можно. Ближе сюда. Часть ободка закроется, но я думаю, не так страшно. Здесь можно на такую вот открывашку сделать туда-сюда. Что она тоже сохранить информацию о ее имени. В общем, вот и все. Да, вот такая вот у меня тут перекидушка. Раскраска готова. Пришло время вырезать вот эти вот лаки замечательные. Если бы вы знали просто, как я мечтаю вернуться снова к маникюру, к своим маникюрным делам. Ой, это вообще... Сейчас просто не хватает ни времени, ни сил на все это дело. Надеюсь, что все изменится в ближайшее время. Либо я не знаю, либо надо хотя бы хоть обычный лак покупать, чтобы подкрашивать ногти, чтобы более-менее хоть смотрелось это все дело нормально в кадре. Потому что так, конечно. И в целом, для себя тоже хочется себя порадовать. Не стану отрицать. Но вот ноготочки, они не совсем входят. Я думаю, приклею вот так, и получается на сгиб. Можно
Вот сюда. И вот это можно загнуть, чтобы не торчало. Так, это у нас с вами готово. Что у нас остается дальше? Так, дальше нужно вот эту куклу оставить, красоточку. Далее у нас с вами из основного будет ходилка. Ходилка и вот это вот замечательное задание. Так. Ну вот по поводу вот этого вот задания. Я, конечно, не знаю, как по мне, достаточно сложный здесь референс. Вот этот. Потому что если брать в расчет, что журнал создан для детей все-таки младшего возраста, я представляю себя, если на 1000 лет назад вернуться, я представляю себя маленькой девочкой Викой, и я бы вот по такому референсу вот повторяла бы на втором фрагменте этот рисунок, я представляла бы, откуда у меня руки растут, смотря на результат, на получившийся. Потому что он достаточно сложный, даже вот для меня на вскидку. Понятное дело, что какие-то, наверное, самые простые, ну, неинтересно делать. Поэтому здесь вот сделали и дополнительные какие-то орнаменты по ткани у нас, да, которые еще дополнительные. Хотя я бы не сказала, что вот этот, опять же, таки легкий. В целом, вот пиксельный снеговичок был в выпуске в зимнем. Вот тут достаточно легко повторить. И я думаю, тоже на результат, ну, это такой момент, все-таки, на мой взгляд, немаловажный. Поэтому последнее, что остается, ну, тени, понятное дело, тут, во-первых, маленькие. Я сама люблю тени, но я люблю вот тени, когда куколки по отдельности и их тени, ну и тени от куколок. То есть и нужно куколки подбирать. Тогда вот в моих вырезалках они прям вообще топово смотрятся. Прям классное, прикольное, интересное заданица. Здесь у нас групповое фото. Да, так само задание там, ну, интересное в плане того, чтобы поискать, какая именно фотография подходит. Но в целом под вырезание оно, ну, так себе, не очень интересное, на мой взгляд. Посмотрю, что там у нас в следующем журнале по теням будет. Так, ну, тени прям это одно из моих любимых заданий. Вот, ну и это достаточно сложно, потому что, ну, щеночек сам по себе, конечно, красивый, сама история, она такая милая, но подобные референсы, я не знаю, насколько они интересны детям. Не знаю, я была бы в печали, мне кажется, если бы проходила в детстве подобное какое-то задание. Но здесь есть ходилка. Ходилка, кстати, тоже необычная. Здесь будут карточки, которые, в общем, старт-финиш. Мы кидаем кубик, ходим. И когда попали на определенную иллюстрацию, нам нужно вытащить карточку. Карточки повернутой стороной обратной. И нам нужно по памяти вытащить эту иллюстрацию, вот эту карточку. И тогда мы продвигаемся вперед. Если нет, то мы возвращаемся назад. И, в общем, ну, кто дальше пройдет, тот и победил, собственно говоря.
Но интересная такая интересная игра. Сейчас буду вырезать. Смотрю, как ее расположить. И покажу вам финальный результат. Поставил лайк, подписался на канал. Спасибо! В общем, ребят, что у нас с вами получилось по ходилке? Ходилка выглядит вот так. Здесь я вырезала карточки. Карточки положила в такой вот кармашек. Кармашек мне пригодился из последней активности. Это рисование там по клеткам. Вот такие вот замечательные карточки. Мне дочке вообще понравилась вот эта вот ходилка. Визуально, по крайней мере. Вот. Две здесь куколки. Это Angel и Drag Racer. Их я взяла из лабиринта. В общем, они вот две будут участвовать вот в этой ходилке. Ходилка сама по себе интересная, полезная, с запоминанием карточек. В общем, все здорово. Последнее. Карточки убегают. И последнее – это кукольный домик. Кукольный домик. Так, пришлось переклеить. Вот так вот он у меня открывается. Вот так вот выглядит. Здесь я сделала зеленую лужайку. У меня будет пакет-сюрприз. Вот так вот он будет выглядеть. Это корзинка для пикника. Внутри пакета сюрприза будет плед для пикника. Две куколки. Их я взяла из первого номера этого года. Они там были на развороте с различиями. У них две бутылочки. Здесь у девочек бассейн. Они могут купаться. А потом, отдыхая на лужайке, пить из своих прекрасных бутылочек и кушать пиццу. Здесь у меня в домике столик. Его я там сделала на небольшую такую платформочку. Вырезала кружок розовенький. Вот. И вот по пицце они вот у нас вот так вот замечательно отдыхают. Вот так. Пледик сам в виде наклейки. Дочка его наклеит. Ну, а остальные девочки просто так вот. Можно будет их в домик прятать и закрывать. Вот так. В общем, у меня из всего, что осталось от журнала, это обложка, постер, который, вот, скорее всего, вот этот я заламинирую и повешу на стену. Мы потом посмотрим, будем мы раскрашивать, нет. Вот эту часть. Мы в целом сейчас с учебой еле успеваем. Вот здесь вот такой замечательный. У нее какая-то награда. Она какую-то награду получила. Награда Low Surprise, статуэтка специальная. Сам по себе вот этот под раскрашивание постер мне нравится прям вообще. Ну и сами наклейки, само собой. Коллекцию я подготовлю, сделаю бумажные сюрпризы, и их вы увидите уже в следующем оформлении. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваше мнение. Мне будет очень приятно. Закрываем домик. Ребят, пишите свое мнение по поводу такого оформления, на что вам понравилось больше всего. С вами была Вика Творчуня. Я вас люблю. Увидимся в новом
обзоре журнала номер 4. И до скорой встречи. Пока-пока.